Друзья, всем привет! В очередной раз приветствую вас. Меня зовут Алексей Пчелкин, и это формат интервью. Душевный, спокойный, обычный, ничего сверхъестественного, но все-таки пытаемся немножечко разговорить наших гостей и достать то, чего еще не знаем мы, не знаете вы, соответственно. Поэтому сегодня с радостью и гордостью представляю вам своего гостя, Егор Флейми Васильев, который очень много сделал для СНГ киберспорта, оставил свой значительный вклад и сейчас продолжает свою дорогу в киберспорте. Егор, привет. Привет. Перед тем, как мы продолжим, хочу напомнить вам про наш телеграм-канал. У нас там есть огромное количество информации для вас, например, розыгрыши, в которых вы можете принять участие. Также вы можете посмотреть различные нарезки, хайлайты, небольшие видосики со всех наших выпусков. КС на фоне, все там будет, поэтому обязательно переходите. Ну и также, конечно же, бонусы от наших партнеров. Ссылочка находится в описании под этим видео. Знаешь, недавно смотрел стрим у Аункера. И если я не ошибаюсь, вы там комментировали мейджор. Как тебе вообще в роли комьюнити-кастера? Как ты вообще почувствовал себя, когда ты комментируешь? Да, мы с Женей комментировали практически весь мейджор. Ну, от себя могу сказать, что это нелегкая работа. Это такой труд, который, наверное, не так оценивается, как другой труд в киберспорте. Но в целом это очень интересно. Мне, как, можно сказать, действующему, ну и в целом игроку, всегда интересно со стороны какое-то мнение выделить, что-то, может быть, донести зрителям, что обычно не удается перенести, ну, классическому, да, комментатору, может быть, как больше, как игроку, какие-то личные навыки, какие-то личные вещи из опыта, да, можно передать то, чего обычно не происходит. А так, в целом, опыт интересный, мне понравилось, и в дальнейшем, думаю, не последний раз, когда я так делал. Я не знаю, было ли у тебя интервью, в котором ты говорил, когда ты начинал свой путь киберспортсмена, и когда ты пришел в Нави, и свои первые впечатления от этой организации, в принципе, вот я лично для себя хотел бы узнать впечатления, когда ты пришел в Нави, твои ощущения. То есть это некий резкий скачок, взлет, или это, ну да, Нави? Ну, для меня, наверное, это больше к резкому скачку, больше к взлету. У меня не было гарантии 100%, что я попаду в состав. Так. Мне как бы сказали, что мы хотим тебя потестировать, готов ли ты и все такое. Это было прямо, вот я помню, как перед моим днем рождения, после Катовице, 2015 год. И я сказал, что да, я очень хочу, я готов поехать даже... в Киев, жить там, тренироваться с командой, все такое. Ну, жить один, точнее, но тренироваться с командой в надежде на то, что меня все-таки возьмут. И что я на все, что угодно готов, лишь бы вот попробовать воспользоваться этим шансом и, попасть в команду Нави, потому что это мечта с детства, когда ты сидишь, смотришь турниры, там, еще в 1.6, мне там лет 10 было, я уже смотрел на Нави, и уже там видел Эдварда, Зевса, представлял, как было бы классно и так далее. И когда ты в тот момент представлял, что будешь с ними играть? Нет. Не было такого, да? Я играл в Counter-Strike Source, это вообще другая игра. Мои кумиры там это Shox, там Existence. Да, вот эти люди, не совсем Эдвард и Зевс, но я смотрел всегда 1.6, и мне просто ради самые крупные турниры было интересно. И когда позвали, я испытал какую-то невероятную гордость, хотел максимально по полной воспользоваться этим шансом. И мне казалось, что я чувствовал, что я не упущу этот момент, и что нужно остаться вот сейчас там на данный момент в Киеве, что нужно потренироваться с ребятами, что меня все равно возьмут, никуда не денутся. Я реально чувствовал, что на уровень тяну и могу играть еще лучше. Вот, и по итогу, да, так и случилось. И, чувствовал, что это вот скачок вверх для меня однозначно, это была мечта номер один. Слушай, вот такое количество звездных игроков ты перечислил, с которыми ты играл. Ты поиграл с Симплом, с Перфекто, с Зевсом, с Эдвардом, с Бумычем. Ты ощущал себя старплеером, когда ты играл с ними? Или же все-таки ты понимал, что я могу уйти на второй план, я могу пожертвовать какими-то амбициями или еще чем-то, но для команды? Какая цель была у тебя? Смотри, изначально, наверное, можно сказать, что я 100% ощущал себя старплеером в составе, в котором
еще без симпла. То есть и Какой без состав электроника. Был состав я, Сист, Зевс, Эдвард и Гвардин. В этом составе 100% на меня требовалось, чтобы я показывал результат старплеера. Иначе я бы просто не смог бы играть в этой команде, меня бы, скорее всего, убрали. Потому что если бы я показывал не самый хороший результат, от меня уже не требовалось. Когда пришел Simple, когда пришел Electronic, у меня в открытую уже был разговор с Кейном, что так-то, нужно... Уступи, пожалуйста, свои места электронику, чтобы он мог раскрыться в полной красе, а тебе нужно там условно, занять не стар роли, а уже более опорные позиции, но при этом мы все равно видим, что ты типа жестко играешь, но ты можешь их закрыть. И там уже, методом проб и ошибок мы уже подобрали позиции, и в целом у нас... все получалось достаточно хорошо, что да, есть как бы Зевс и Эдвард, у них более такие роли, которые позволяют там, можно сказать, чуть более ошибаться. Зевс, он как капитан, Ваня как самый опытный, бывало такое. У меня все равно требовалось показывать высокий уровень, но тем не менее уже не звездная роль, как была до этого в команде. То есть я уже отошел чуть-чуть, но ниже на план. И, наверное, пришлось адаптироваться. Понимаю, что, казалось, да, что... Ты боролся с собой? Внутри хотелось, естественно, что мне казалось, что я мог бы там показывать еще выше уровень, как-то быть топ-5, там, такого уровня игрок, но понимаю, что это практически невозможно, когда нужно делиться, там, знаешь, фрагами, делиться эко какими-то, что выигрывает команда по итогу. Но, наверное, окунувшись назад, могу сказать, что не до конца удавалось именно как команда. Хотелось все равно тянуть на себя чуть-чуть одеяло, и, возможно, где-то это было правильно, где-то неправильно. Не мне судить, не знаю. Ты про Кейна сейчас сказал. Кейн неоднозначная фигура в мире киберспорта отчасти, потому что многие говорят, что его за собой тянул Зевс, они друзья, да. Многие говорят, что он не выполнял 100% работу тренера и так далее. Но когда он тебя звал на разговор с собой, да, то есть надо уступить старплеера, пришли другие игроки. Ты доверял ему в тот момент? Он был для тебя авторитетом? Я скажу, что да. Для меня Миша в целом как и был, так и остается очень сильным тренером. Несмотря на то, что да, у них был дуэт с Зевсом, но это именно, знаешь, как бы рабочая пара, которая работала вместе лучше, чем работает по отдельности, условно. Но это не значит, что они плохие там, тренера или игроки. Это значит лишь то, что вместе у них еще лучше получается работать, чем обычно получается. И Миша, он такой тренер, что он, может быть, он не так много там каких-то инновационных вещей что-то приносил, но он очень много умел доносить то, как нужно делать, и то, как, если условно команда уже какая-то что-то показала, он может просто показать примером, и чтобы мы сделали то же самое, и из-за условно высокого уровня исполнителей это все получалось. Плюс Зевс всегда мог донести его мысль. То есть Миша мог что-то гениальное иметь в виду, но не мог нормально это объяснить. А Зевс его понимал с полуслова и мог это разложить по полочкам. Слушай, Нави выиграли мейджор. Да. Я для себя определил следующую систему. Я не болею за организацию. Я болею за игроков. Я знаю Егора. Я знаю Сашу, я знаю Илью, я знаю Дениса. И организация для меня в этом плане не имеет значения. То есть, например, раньше я болел за команду Нави. Когда играл там ты, когда там играл Simple, когда играл Perfect, Electronic, Boomich. Но потом все это закончилось. И я понял, что для меня организация Нави стала просто организацией. И сейчас я болею за команду Cloud9. Если мы просто говорим как команда, за которую я болею. Потому что там игроки, которые мне приятны, с которыми я общаюсь, которые для меня хорошие знакомые. Я не могу болеть за организацию просто так. Не могу. Скажи, по твоему мнению, смотришь ли ты сейчас за играми Нави, болеешь ли ты за Нави и вообще выиграли они, что-то там внутри сжалось или просто увидел, просто посмотрел? Я могу так сказать. Я примерно такого же мнения, как и у тебя. Я не болею за конкретно команду там, или еще что-то. Я понимаю, что я
люди, с которыми я вместе играл, я всегда буду за них болеть. Там, за Дениса, за Саню, ну, тех, кто за Бумыча, за Перфекта, неважно. За тех, с кем я лично поиграл, с кем я всегда буду за них переживать, неважно, за какую команду они будут играть. Но конкретно к этому составу, да, есть там Валерчик, я к нему очень хорошо отношусь, Биту. Он достиг там невероятных успехов с 2 разными полностью составами, выиграл мейджор, это уже чуть ли не уникальная вещь. И в целом мне приятно, что вот Амирану, там, бывшему моему тренеру по Нави Джуниору, СЕО команды Нави, что они победили, что они достигли такого успеха, это приятно. Но конкретно к игрокам, там, к Алексе Би, к Эму, к Джелю и так далее, я их даже не знаю, если честно, вообще, да, от слова 100%, совсем. 100%. И мне, по большому счету, ну, не так сильно важно. Да, приятно, что команда Нави побеждает, что это та организация, в которой я там провел большую часть своей карьеры, да и в целом всю карьеру построил, по сути, на этой организации. Это приятно, что команда смогла победить и в такой тяжелой ситуации. Но в любом случае, я так же, как и ты, буду болеть за Cloud9, потому что это, ну, мои ребята, и с теми, с кем я играл, и дружу, и по всему буду болеть за них в любом случае. Поэтому, если условно встречается Cloud9 Na'Vi, я буду переживать за Cloud9, а не потому что я играл за Na'Vi. Спасибо, я хотел это услышать. Ладно, скажи, за плечами 15 медалей на крупных турнирах. Я посчитал, вроде 15. Вроде. Если ошибся, извини. Попадание в 20 лучших. 2 раза. На всякий случай. Но все это было уже больше 4 лет назад. Жизнь идет, все меняется. Скучаешь по тому времени? Наверное, да. Странный вопрос, согласен. Но как думаешь, будет ли возвращение того самого Флейми? И есть ли шанс и возможность в данных реалиях возвращения того Флейми? Ну, смотри, я, в принципе, человек такой реалистичный. Да. Я могу понимать, что, в принципе, происходит и что планируется происходить. Шанс в любом случае всегда есть, это никогда нельзя отказываться от того, что он есть. Но если быть реалистом, то, скорее всего, шанса будет немного, если уж на то пошло. Если удачно удастся, условно, выступать на каких-то там стримах и так далее, и попасть в команду, ну, посильнее эшелоном, чем вот последние команды, в которых я выступал, тогда, возможно, шанс на более высокую сцену есть. Но если объективно судить, то не могу сказать на 100%, что я гарантированно уверен в том, что я вот вернусь. Там, сколько тебе лет сейчас? Мне 26, через 2 дня 27. Как ты думаешь, почему тебя не берут тир-1 сейчас? Если даже встает вопрос о том, какого бы игрока взять. Времени много прошло. Смотри, тут и времени много прошло, и то, что именно тир-1 попасть, это одно. Там ланы, там все такое. Если в ланах я, например, сам себе уверен, не знаю, вот есть уверенность в том, что на ланах, на таких турнирах я могу выступать более-менее хорошо и, со временем еще лучше. Но в интернете даже вот ковид, наверное, показал, что, не удается сохранить тот самый вот мотивацию какую-то такую. Хочется, может быть, уже где-то, не так, именно в интернете. Вот не получается выложиться настолько, насколько получается условно выложиться на лайне. Не знаю, с чем это связано, я сам пытался понять, но вот именно в интернете нет такого. И поэтому не нужно будет, если не будет получаться, лезть там, я не знаю, искать самые какие-то там плохие команды и так далее, искать любой способ. Можно есть какое-то имя и так далее, можно добиваться успеха с помощью уже не только именно киберспортивного. Медийки. Да, можно с помощью медийки стараться как-то развивать и все такое. Поэтому в любом случае я не ставлю как бы крест полностью. Да. То есть я начну там стримить, начну показывать какой-то, от себя пов, можно так сказать, своей игры. И если она кого-то удовлетворит, и я буду показывать более-менее результат, то меня позовут. Я это сам знаю. Если все будет плохо, тогда уже будем как-то медийно развиваться дальше и так далее. Жизнь на Counter-Strike именно игры на лане не заканчивается. Она как бы и растет дальше, и ты уже личность в любом случае сформировавшись, если уж на то пошло. Я думаю, что у тебя много вариантов в комментировании, в аналитике, варианты есть всегда. Присутствии Главное, в шоу. Главное твое желание. Не сдаваться и желание. Не опускать руки, 100%. Да. В этом плане ты молодец. Знаешь, немного хотел поговорить все-таки об одном из лучших игроков планеты, о Саше Симпле, потому что ты с ним играл, я с ним лично знаком. В определенный момент
в одном из интервью он сказал, что у тебя было плохое понимание игры. До 2018 года все было хорошо, а потом почему-то понимание игры твое то ли ухудшилось, то ли ты стал как-то по-другому играть. И эти слова как-то странно восприняло комьюнити. Не знаю, как ты воспринял эти слова. И вот хотел бы услышать, как ты думаешь, почему Саша так сказал? Ну, я думаю, что там есть определенные обстоятельства, которые не все можно говорить там на камеру и так далее. Угу. И Саша, наверное, выразился, может быть, так, как-то более мягче, как-то сказать. Ну, с одной стороны, я с ним согласен. КС как бы растет и все такое. В любом случае, более молодое поколение, оно, наверное, лучше понимает игру, чем более старое. Да, если где-то сидеть там в аналитике и так далее, я могу понимать игру, но я это понимал, условно, когда я играл с Зевсом, с Эдвардом, что у них бывает внутри раунда не удается так быстро сопоставить картинку, как условно у меня это получалось там в 16-17 лет. И то же самое, наверное, ребят, которые сейчас играют с более опытными ребятами, у них то же самое, да, не удается так быстро более опытным ребятам что-то вот понять. Ну и не знаю. Я толком ответ это не знал. Может быть, он как-то не хотел меня оскорблять, еще что-то. Может быть, захотел как-то более мягче сказать, что вот просто понимания игры не хватало. Ну, это его мнение. Как тебе Simple? Лучший игрок? Неоднократно лучший игрок? Победитель мейджора? Слушай, я могу так сказать. Я очень горд тем, что я долгое время играл вместе с ним в команде. Мы провели там больше 3 лет вместе. Это тяжело? Даже где-то... бывало, что тяжело, бывало наоборот. Ты понимаешь, что за счет того, что вот этот человек есть у тебя в коллективе, ты сейчас просто турнир выиграл условно. Ты понимаешь, что не будь его, никто другой не спас бы тебя в этой ситуации, которую он спасал. Бывали такие случаи. Бывало наоборот, ты думаешь, испортил настроение человек на весь турнир, а то и на несколько вперед. Такое тоже бывало. Все по-разному, но могу сказать, ко мне лично очень немного было каких-либо там, претензий или еще что-то. В основном как-то выливалось, вокруг настоящей команды, но не на меня. Мне не так часто доставалось. Я думаю, и все это, можно сказать, видели, не видели, не знаю. Но в целом Саня очень сильный игрок. Я надеюсь, что он еще вернется все-таки в КС. Поиграет на про-уровне, хоть и, конечно, за Нави вряд ли уже будет играть, но посмотрим. Я правильно понимаю, что Simple тяжелый игрок в плане взаимоотношений, особенно если ты не сошелся с ним характером и общим вайбом. То есть тебе тяжеловато подстроиться, и те, кто не может этого сделать, либо уходит из Нави, либо начинает плохо играть. Тут даже не дело, мне кажется, в том, что плохо играть или еще что-то. Саша сам по себе очень требовательный, и он требует от каждого человека, чтобы каждый, вкладывал в команду в какой-то определенный вклад. Даже если у тебя там по киллам что-то не будет, но ты должен вкладывать вклад, ты должен там проводить время с командой, должен хорошо себя вести, там, я не знаю, какие-то вещи выполнять, которые могут компенсировать, там, я не знаю, чуть-чуть хуже игру, чем у него, относительно других. Если ты что-то не делаешь, то ты можешь, просто покинуть команду за счет того, что ты не единое целое. Не знаю, насколько это там правильно, неправильно, не мне судить, но у каждого есть свои какие-то требования. У Саши были определенные свои требования. И ты либо их выполняешь, либо ты просто не по пути. У нас в целом была очень дружная команда всегда, и не было такого, что кто-то что-то там нарушал, не нарушал. Все старались, все вместе. Еще я беру там самый первый состав с Зевсом, с Сиздом и так далее. Потом уже другие составы. Но в целом всегда все выполнялось так, как, мне кажется, и должно было быть. Простой вопрос, можешь на него ответить да или нет. От слова «симпла» в составе Нави зависело что-то? Ой, я не знаю, насколько можно это говорить. Нельзя. Можешь оставить это без думаю, комментариев. Что да. Ты думаешь, что да? Пусть будет так, пусть, я не знаю, пусть будет да. Я думаю, да. Хорошо. Мне кажется, просто быстро добавлю, от любого игрока важного очень в команде будет всегда зависеть. Неважно, в каком Simple ты, не Simple, Криштиану Роналду, Месси, от твоего слова будет зависеть много. Я тебя услышал. Там была какая-то история с Мибор интересная. В тот момент ее пытались обсудить, расхайпить, расфорсить, и в итоге она как-то утихла, и никто не понял, были ли Мибор или нет. Был запрос только по тебе или по тебе и Саше Симплу. И должно было это все произойти или нет. Что в итоге произошло, что в итоге случилось? Нави предложили условия лучше? Я могу так сказать. Очень близка была эта
В принципе, вся сделка, вся история. Я не знаю, выкладывали это в сеть, но вроде выкладывали. У меня была мечта поиграть в Америке. Ну, на тот момент поиграть с такими игроками, как Caldera, Fallen, Fair, для меня, наверное, казалось, ну, прямо вот высшим, ну, это Волгалой для этих... Для бойцов. Для викингов, да. Вот примерно такого уровня. Я понимал, насколько, наверное, я неправильно поступаю по отношению к тиммейтам, но в любом случае есть такое выражение, ну, если хочешь какую-то мечту, да, старайся ее воплотить. У меня была мечта поиграть вот в Америке, какой-то американской команде, а тут еще и бразильцы, они на тот момент в топе были. И я сразу согласился, я готов там был даже какие-то деньги свои вносить. Саня, вроде как я понимаю, тоже вначале согласился. Что было дальше, я не до конца знаю, но я был уже на грани, у меня был куплен вроде билет даже в Америку, на следующий день я должен был лететь, но вот ночью мне условно сказали, что нет, мы никуда не полетим, мы остаемся в команде. Тяжелее, наверное, было пацанам потом нас принять обратно, как бы, ну, мы уже вроде попрощались, вроде ушли, а потом, ну, наверное, какие-то обиды были, точно были, но была мечта, ну что, ну, мне было вот тогда вот, сколько, я не помню, 18-19 лет, была мечта, хотелось очень пожить там в ЛА и попробовать, что это такое, американская жизнь, поиграть с американцами. Почему вообще? Вы что-то проиграли, что-то не пошло? Почему? Если честно, я не помню. Я помню, что мне Fallen в Твиттере писал, типа, ну, привет, бро, мы бы хотели вас с симплом видеть. Потом, как я знаю, вроде после нас они также Ника Рейну предлагали. В итоге взяли Стюви и Тарика. Ну, не самый лучший вариант. Ну, я не знаю, на тот момент, наверное, да. Вот, то есть у нас, ну, я тогда сильно играл, я не спорю, да. Но, наверное, больше, конечно же, Simple, и как-то мы там дружили. Ты жалеешь, что ты в Мибор не ушел? Да нет, я не то чтобы жалею, просто была мечта поиграть в Америке, так и не поиграл, поэтому, может быть, чуть-чуть жалею в этом плане. Но, с другой стороны, я больше там подружился с Зевсом, с Электроником. Если бы я ушел, наверное, бы я с ними вообще никакого контакта не сохранил. Много времени прошло после Нави. Какие самые значимые инвайты для тебя были? Может быть, на первое время, может быть, отказался, жалеешь, что отказался? Если честно, там была такая немножко ситуация. Я толком не понимал, что будет дальше. И в Нави, как я понимаю, тоже до конца не знали, там, заиграет Валера, не заиграет. Меня изначально хотели... Ты мог вернуться? Оставить, да. Ну, думали, что если вдруг сейчас не получится, то я просто могу вернуться в состав. Ну, либо мне так говорили красиво, я не знаю, на 100% не буду утверждать. Та история, где на одной карте он играл, на другой... Не, ну это в начале было, это уже там Инферно, что-то Мираж, мы там менялись и так далее. Потом мне сказали, что как бы мы тебя вроде как, ну, отпускать не планируем в ближайшее время. Вдруг там, ну, не получится, да, условно, с Валерой. И тогда мы тебя просто вернем и будем опять играть нашим составом, которым играли. Ну, я как бы понимаю, поэтому особо инвайтов у меня и не было, и я не знаю, какие, может, были, не были. Потом был инвайт вот только от Ван Вина, я больше так-то и нигде не получил. Европа нет, Европа, ничего? Я, может быть, и не искал, дело в этом. То есть не было какого-то официального анонса, там, что я ищу команду или еще что-то. Я как бы вроде так на замене и все. И по сути, потом понимаю, что были шансы, если бы я сразу условно ушел, я думаю, были бы варианты продолжить моментально там где-то на тир-1 уровне. Да. Тогда был ажиотаж. Потом, когда ты уже на несколько месяцев выпадаешь, там да, там уже надо, ну, заново. Кто все. в этом виноват, что ты выпал? Ты сам? Где-то сам, где-то, естественно. Ну, можно так сказать, когда ты очень долгое время находишься в одном месте, в любом случае ты будешь испытывать какой-то стресс, какое-то непонятное, что происходит. Ты как бы потерял место, где привык находиться, быть, и легко сменить, ну, только если заранее, да, какой-то трансфер, да. Там это одно. Когда тебе как-то неожиданно, и еще говорят, что, возможно, ты вернешься, и вот это вот, ну я словил депрессняк, да, я не буду скрывать, реально был в расстройстве, и, наверное, это тоже повлияло на, может, дальнейшую какую-то карьеру и так далее. Дойдем до Сайбершока. Ты в этом составе был наставником. Тебя брали как неким ментором. Ну, как мне кажется. Я так думал. Я скажу свою точку зрения, может быть, она с твоей будет похожей. Тебя взяли как ментора, как человека, вокруг которого будет строиться состав, к тебе будут прислушиваться, ты будешь делиться опытом. Будете вы выигрывать или нет, никто не знал, никто не понимал. Но тебя кикнули или ты ушел? Тут я даже
Не знаю, можно ли это все вообще так полностью выносить, но могу так сказать. Я тоже думал, что плюс-минус, как ты сказал, что я буду как бы ментором, наставником, где-то помочь обучить. Но, возможно, люди подумали, что вот я свой какой-то импакт внес, что-то обучил, что-то пересказал, все, больше он как бы не нужен, мы и без него справимся. Может быть так, может быть люди, которые приходят на место СЕО, там всяких тренеров и так далее, может быть они решили такое решение. Может быть где-то, ну я не знаю, как сказать, ну дорогой игрок для команды, то есть в любом же случае есть у каждого, ну нет смысла, да, там платить какие-то деньги, если команда не показывает результаты, мы приняли решение расстаться. Ты самый дорогой в составе? Ну, если, наверное, можно так сказать, да, в любом случае. Ну, это логично. Это имя просто, это в любом случае, оно стоит дороже, ну, у каждого человека есть какое-то имя, там, и оно стоит. Нет смысла там платить, если нет результата. Поэтому можно понять и их, у меня никаких проблем с ними нет, я спокойно разошелся, у меня есть свои какие-то пути развития. Я, ну да, может быть, чуть-чуть расстроен от того, что потратил много сил, мы вроде как с ребятами чуть-чуть начало что-то получаться, и резко нас убрали. Но, возможно, уже думали, что ничего не будет получаться, и уже давно решили убрать, поэтому то, что начало получаться, ну, уже случайно. Ну, не случайность, но пришлось вот случиться так, как случится. Поэтому ничего плохого в этом не вижу. Это неплохой опыт. Эрику там спасибо за все, что никакого зла на него не держу. И, ну, опыт и опыт. Все. Главное, что жизнь продолжается, и в любом случае будут какие-то дальше возможности. Уже кибершок, не кибершок, без разницы. Это просто, ну, полученный опыт. Ты несколько раз сегодня упомянул Нави Джуниор, не могу не спросить. Не чувствовал ли ты себя староватым для этого состава, молодой человек? Ну, поначалу, наверное, думал, что это может быть плохая какая-то идея, типа, может, не нужно это делать, потому что когда ты вот соглашаешься, ну, может быть, наоборот, интерес там с тир-1 коллективов подупадет, если на юниорах. Но, с другой стороны, я поиграл с такими игроками, как там Моноси, Хитрик, Аункер, ну, Фир. Весь тот состав, он был настолько хитрик, сильный, что, ну, мне просто было очень приятно с ними играть. Тренер у нас был классный, в целом атмосфера была просто прекрасная. Это самая была приятная команда за всю мою жизнь, которую я играл вообще вот в истории Counter-Strike. Вот самое приятное. Приятнее по общению, по внутриигровому какому-то общению. И в целом по вайбу, наверное, приятнее Нави Junior не было. Может, команды. Потому что ты был главный? Да я не был там главный, я просто пришел как бы вот пятый человек, который просто самый передает опытный, свое мнение. Самый старший. Да, передаю, но при этом там был Моноси, он, который сам меня всему обучал, я сижу, думаю... Ты учился у Моноси чему-то? Ну, конечно, да, я помню еще, как Ника говорил, типа, вот когда Моноси только пришел, он, типа, не понимал, как это вообще так... И у меня тоже сам был, я думал, такие вещи знает, я вообще даже понятия не имел, не задумывался. Правда? Да, и Илья, он, ну, как бы, можно сказать... Так, ну, кто он, самородок? Гений. Каким образом? Он и сам, и его Амиран постоянно помогал, тренер на UG. И в целом, ну... Я думаю, и так бы он смог достичь всего этого, потому что у него, ну, дар какой-то тоже есть. Не только в каком-то там скилле, механике решает, но еще и какой-то талант какой-то. Он Месси или Роналдо? Ну, я бы, наверное, сказал, он Месси. Хорошо. Хотя... А кто Роналдо тогда? Слушай, по-моему, Роналдо – это тот, кто много работает. Ну да. А Месси – это тот, у которого талант. Ну вот Илья просто и то, и другое. Я бы не сказал, что он мало работает, он много работает, но ближе от к Месси. От природы там что-то есть. От природы точно есть, 100%. Если сейчас нет тир-1 уровня для тебя, и для медиалиг ты сильный, вот скажи, как ты думаешь, как найти тот самый баланс, как найти ту самую свою игру, где ты нужен? Что это для тебя в данный момент? Своя команда, другая организация, тир-2. Что это? Слушай, мне кажется, это больше то, к чему тебя самому тянет. То есть вот если есть желание играть с самого низа наверх, но, скажу так, очень мало людей, кто повторно захочет второй раз повторять одно и то же в возрасте, когда уже там приближаешься к 30 годам. Не думаю, что много. Поэтому остаются варианты какие там, я не знаю, медиа и так далее.
нужно стараться то, где вот получается. Получается медиалиги играть, пожалуйста, играй в медиалиги, стрим, там, старайся эту категорию развивать. Хочется комментировать или там аналитиком, можно и попробовать проситься на турниры, там куда-то покомментировать, еще что-то, посмотреть, как там. Ну, вариантов много. Главное не закрываться условно в себе, да, не быть таким, что ты не готов ни на что уже, не хочешь работать, ничего. Не хочешь ничего, просто возьми отпуск, отдохни там месяц, неделю, неважно сколько. Конкретно куда именно не могу сказать, но вариантов много. И они есть. Это главное. Сегодня апрель 2024 года. Чего на сегодняшний момент хочет Флейми? Сложный вопрос. Наверное, для начала запустить стрим, посмотреть, что будет, что да как, а дальше уже решить. В любом случае, играть хочется, но нужно объективно смотреть на вещи, как я уже и говорил. Если будет какая-то возможность другими вещами заниматься, пожалуйста. Если не будет, буду пытаться до последнего. Все равно я понимаю, что уровень игры, кто бы что ни говорил, он все равно есть. И при условии, если там веры в команду, веры в тиммейтов, каждый в хорошее, все возможно. Нет такого, что там, вот Керриган показывает, да, своим примером, что ему там 35 лет, он спокойно мировые сцены вывозит и до сих пор играет. И да, может быть, где-то там выпадает, но в целом, в глобальном плане, все позволяет ему делать. То же самое у любого проигрока, который хоть раз побывал, он может все это делать. Просто насколько желания. Тут уже будет это и от меня, и в целом от всех, кто вот последователь пути, захочет, не захочет. Это от желания. Это был ваш добрый, чистый, дружественный, душевный Егор Флейми Васильев, который еще найдет свой путь. Мы ему этого желаем. А вы же не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Не забывайте про бонусы от наших партнеров. Баннер находится, точнее ссылка находится в описании под этим видео. Переходите, мы вас ждем. Спасибо тебе, Егор. Спасибо. Надеюсь, вам понравилось это интервью. Но мы с вами увидимся в следующих выпусках.